Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы хотим уделить внимание денежным приметам для привлечения богатства. Поговорим о важных приметах на деньги и богатство, как мы сможем с помощью народной мудрости привлечь деньги, изобилие и богатство в нашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, а также подписывайтесь на канал Код Изобилия и ставьте лайк. В окружающем мире большое количество денег. Вы знаете, их настолько много, что хватит всем на существование в достатке. Но у многих людей финансов, как правило, мало. И они переживают из-за этого очень много негативных чувств. Это и раздражительность, это и злость, и зависть. И вот это считаются наиболее разрушительные чувства в жизни. Их проявление разваливает не только материальный мир человека, но и тело, и психику. Роскошь и финансовое благополучие беспокоили людей с древних времен. И, конечно же, все думали всегда о том, как сделать так, какие применить практики, приметы, суеверия для того, чтобы в семье был достаток. И из поколения в поколение наши бабушки передавали определенные традиции, ритуалы для того, чтобы всегда семья жила в достатке. И, конечно же, все это отобразилось на суевериях. Если посмотреть народные приметы на привлечение финансов различных стран, то вы увидите, что они перекликаются между собой. И предзнаменование на финансы можно поделить на негативные и положительные знаки к скорой прибыли. Поэтому для того, чтобы не отпугнуть деньги из вашей жизни, в любое время суток не держите на столе пустую посуду. Пустая посуда тянет деньги из семейного очага, и ее нужно обязательно убирать со стола. Потому что стол выступает в доме проводником между реальным и загробным миром. Поэтому не рекомендуется держать на столе деньги, чтобы они не исчезали. Поэтому никогда не собирайте крошки со стола ладонью. Запрещается также и садиться на стол, потому что эти приметы к тратам и потере денег. Столешница всегда должна быть покрыта красивой салфеткой или скатертью, под которой постарайтесь так сделать, чтобы лежало хотя бы несколько банкнот. После приема гостей обязательно скатерть нужно стряхнуть на улицу, для того, чтобы деньги не выводились из вашего дома. Также никогда не держите денежные банкноты вместе с копейками. Наверное, вы обращали внимание на свой кошелек, что в кошельке всегда есть для мелочи отделение и для купюр. Запрещается насвистывать в помещении, в доме, потому что свист – это признак пустоты. Стакан с напитком всегда наполняйте до краев. Сумку с наличностью никогда не ставьте на пол, потому что финансам некомфортно всегда будет в вашей семье. Вечером после захода солнца никогда не пересчитывайте деньги, а также не берите и не давайте в долг. Чтобы проживать в достатке, не надо долго стоять на пороге, потому что финансовому потоку будет сложно зайти в ваш дом. Также никогда не считайте чужие деньги. И вы знаете, вот эта поговорка появилась как предупреждение о том, что нельзя считать чужую прибыль, иначе у вас не будет своей. Бумажник и ваши карманы никогда не должны быть пустыми. Оставьте там хотя бы мелочь, но лучше, если это будут купюры. Мусор в своем доме необходимо подметать от порога. Не выметайте мусор и ссор из избы. Не разрешается мести мусор и после захода солнца, потому что таким образом вы выметаете деньги. В доме может быть только один веник. Хранить его нужно метлой вверх. И когда покупаете веник, когда вы его покупаете, никогда не торгуйтесь.
В вечернее время никогда не берите и не давайте в долг, якобы денег не будет. А если вечером вам возвращают долг, то чтобы стать богаче, деньги не нужно брать из рук, а нужно бросить на пол, а затем подобрать их. Помните, всегда брать деньги нужно только левой рукой, а отдавайте всегда правой. Долг нужно возвращать утром, для того, чтобы деньги не исчезали. Непременно поддавайте неимущим. Имеется еще одна любопытная примета о деньгах. В воскресенье необходимо истратить или отдать нищим всю мелочь из своего кошелька, затем, чтобы не быть богачом только небольшими деньгами. И еще одна примета: запрещается подавать нищим купюры. Запомните, вы можете давать только мелочь, только монеты. Не нужно поднимать потерянные деньги от того, что они могут быть заряжены на порчу. Если вы подняли такую купюру, то необходимо быстро потратить ее или отдать на пожертвование. Не стоит менять большие купюры мелкими. Помните, это к непредвиденным расходам. Для того, чтобы в вашем доме всегда имелись деньги, во все углы разложите по медной монетке и затем их никогда не используйте. Если вы купили что-то новое и потратили при этом все деньги из своего кошелька, то вы будете испытывать нехватку в деньгах, пока будете носить эту вещь. И наоборот, если деньги есть еще, то ваш кошелек будет с деньгами до тех пор, пока вы будете это использовать. При получении крупной суммы денег оставьте какую-нибудь банкноту и всегда держите ее при себе, чтобы она другие и финансы притягивала в вашу жизнь. И никогда не расходуйте эту купюру и не меняйте ее. Также заработок не рекомендуется тратить в день зарплаты, потому что одну ночь деньги обязаны переночевать в вашем доме. Запомните эту простую истину. Помним все, что деньги привлекают деньги, поэтому необходимо оставить после покупки копейки обязательно в бумажнике. Если начинает чесаться у вас левая рука, то знайте, это к деньгам, это к доходу, к прибыли. Но при этом нужно похлопотать в ладоши или постучать слегка левой рукой об стол. Если у вас зацветает комнатное растение, знайте, это один из знаков того, что скоро у вас появится наличность. Хороший знак — найти на пути и подкову, монетку или украшение. Это признак благополучия. Обязательно принесите эту находку в дом. Когда в дом залетает мотылек или летучая мышь, это достаточно хорошая примета на деньги. Но нельзя убивать это существо. Лучше открыть окно и дать возможность вылететь самому. След от птички на голову или плечо, знаете, это признак скорой прибыли. Для хорошей торговли первым покупателем лучше, чтобы был мужчина. А вот для умножения капитала во время застолья с мужчиной чокаются в последнюю очередь. Вот, друзья, сегодня мы хотели вам дать вот такие важные народные приметы на привлечение денег, изобилия и богатства в вашу жизнь.